Привет, друзья! С вами Макс из прекрасного города Белграда. Посмотрите, какая красота! Когда мы только приехали, все цвело, все деревья цвели. Вот, кстати, некоторые деревья до сих пор цветут. Я вам хочу показать. Вот, посмотрите, например, на эти деревья. Видите? Все цветет желтым цветом. А вот этот парк, кстати, я не знаю даже его название, я здесь третий раз прохожу через этот парк, и я хочу записать видео здесь, потому что это очень-очень красивый парк. И, кстати, вот это пожарный гидрант, для меня это вообще что-то новое и непонятное, потому что в России таких нету. Вот, это выглядит, не знаю, как из каких-то кинофильмов. Потому что только в фильмах я видел такие штуки. Но ладно, я вам хочу быстро показать этот парк и немножко рассказать, ответить на вопрос, уехал ли я из России навсегда. Подождите, здесь должна быть такая серьезная траурная музыка. Уехал ли я из России навсегда или только на время? Вот так вот. Такой у нас сегодня топик. Просто потому, что очень многие люди спрашивали: Макс, ты уехал навсегда, ты больше никогда не приедешь в Россию, ты уехал оттуда насовсем. И мне хочется на этот вопрос ответить. Ну, первое, что я хочу сказать, наверное, даже, первое, это то, что я еще пока не понимаю, куда я уехал. В плане, сейчас я нахожусь в Сербии, но как долго я здесь пробуду, никто не знает, только Господь знает. Потому что получится у нас здесь сделать все, что мы хотим с Юлей, или не получится, это большой вопрос. Поэтому даже если я планирую остаться здесь навсегда, то только Господь знает, суждено этому быть или не суждено. Да, друзья? Кстати, вот я хочу вам показать вот это место позади меня. Я, к сожалению, пока вообще не знаю ни названий парков, ни названий улиц, потому что я по ним бегаю. Сквозь этот парк я пробегал множество раз. Вот так и вот так. Но я даже не мог посмотреть название этого парка. Но я вам хочу показать вид, который открывается с этой точки. Очень-очень красивый. Вот посмотрите. Сейчас я переверну эту камеру. Немножко уличной магии. Да, спасибо, Дэвид Блейн. Вот, посмотрите, как потрясающе красиво выглядит это здание. И вот то здание, когда оно достроится, мне кажется, тоже будет как-то, не знаю, все вместе выглядит просто круто. Парк, зеленый газон, такое, я не знаю, я очень бы хотел узнать, что это за здание. Напишите мне, если вы из Сербии, пожалуйста. Может быть, это для меня будет самый простой способ узнать, что это за здание, но оно очень-очень-очень красивое. Кстати, если вы не знаете, как что-то называется, то есть такой вопрос. Что это за здание? Да, что это за здание? Вы можете использовать такой вопрос. Или что это за здание? Это университет. Что это за здание? Это жилой дом. Что это за здание? И так далее. Очень хороший вопрос. Вот. Но давайте вернемся к нашему топику или к нашей теме. Итак, что я хочу сказать. Да? Первое, все зависит от воли Господней. Я так говорю не потому, что я очень религиозный человек, а просто потому, что в последнее время мы с Юлей слишком много планировали разных вещей, например, пожениться. И все вот так вот обрывалось. Просто как будто кто-то брал топор и вот так рубил наши планы. Поэтому вообще нужно учиться жить в атмосфере неопределенности. Да, в атмосфере неопределенности нужно учиться жить. Я боюсь, что там будет шумно, поэтому я не пойду туда. Давайте пойдем в ту сторону. Да, первый момент.
Сейчас не 20 век. Может быть, вы знаете или не знаете, но ровно 100 лет назад, после того, как в России закончилась гражданская война между красными и белыми, красные победили, белые проиграли, и многие белые начали уезжать из России. Кстати, очень многие уезжали из Новороссийска, из того самого города. Люди садились на корабли и плыли в Турцию сначала, а из Турции потом они перебирались уже в другие страны. Вот. Кстати, в том числе и в Сербию. В то время многие переезжали или перебирались в Сербию. Но сейчас не 20 век, и я очень надеюсь, что сейчас не будет такой же ситуации. Мало кто сейчас мыслит такими категориями, что я буду жить здесь до конца моих дней. Я переехал в этот город, и я здесь буду жить до старости. Да? Обычно все-таки сейчас люди так не мыслят. Мы все понимаем, что мир меняется стремительно, все меняется, политика меняется, экономика и так далее. И люди чаще переезжают. Да, люди чаще переезжают в другие страны, в другие города. Вот. Поэтому сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос, уехал ли я из России навсегда. Конечно, нет. Если простой дать ответ, то, конечно, нет. Конечно, я не хотел и не хочу уезжать из России навсегда. Все-таки Россия — это моя родина, это страна, где я родился, это страна, где я могу говорить на своем языке, это страна моей культуры, так или иначе. Да? Нравится она мне или не нравится, или нравится чуть-чуть, или нравится очень сильно. Важно, что я адепт этой культуры, я представитель русской культуры, и это даже не важно, какие у меня политические взгляды. Я все равно представитель русской культуры. Вот. Во всей ее палитре. Да, есть палитра. Вот. Это первый момент. Второй момент. Второй момент это... Знаете, некоторые... Кто-то в комментариях писал на тему, что вот, Макс, ты поехал за комфортом, ты едешь туда, где тебе комфортнее. Ой, хотел бы я посмотреть на того человека, который это писал, если бы он оказался на моем месте. Мне было бы очень интересно посмотреть на этого человека. Друзья, рекламная пауза. Рекламная пауза. У нас сегодня белградские тюльпаны. Вот, посмотрите, это юкка. Спасибо подписчикам. Они мне сказали, что это юкка. Хотя, блин, я уже не уверен, что это юкка. Ой, я хожу по газону. В общем... Белградские тюльпаны, красные тюльпаны, очень красивые, какие-то желтые еще есть цветы, но я понятия не имею, как они называются. И вот здесь какие-то синие цветы. Вообще все в цветах, это очень-очень-очень-очень красиво. Вот здесь памятник. Окей, рекламная пауза закончилась. Вернемся к нашей теме комфорта. Да? Я скажу так. Возможно, здесь, в эмиграции, мне было бы комфортно, если я был бы русским олигархом. Да? Если бы я был русским олигархом, и у меня была бы вот такая пачка денег. Нет, подождите, не такая. Вот такая пачка денег. И если бы я был бы не под санкциями, важно быть олигархом не под санкциями, то, возможно, для меня здесь было бы комфортно, да? Но дело в том, что я ехал сюда совершенно не за комфортом.
Для меня здесь все сложнее, чем в России, очевидно, и гораздо дороже. То есть мой уровень жизни, да, он в любом случае упадет серьезно. Но как бы это для меня не столь важно. А что важно? Есть такая вещь, как призвание. Призвание. Синонимом может быть предназначение. Но предназначение, не знаю, в общем, мне больше нравится здесь слово призвание. Призвание — это как бы то, что ты делаешь, может быть, лучше всего. Это твоя деятельность. Например, писатель, да, который пишет и не может не писать. Или музыкант, который исполняет музыку и не может не исполнять ее. Это вот называется призвание. Есть люди, которые были как будто рождены для какой-то деятельности. И обычно они... Здравствуйте. Здравствуйте. О, вы говорите по-русски? Да? О. Хорошо. Хвала. Чао. Спасибо. Спасибо. Вот, да. И о чем я говорил? Да, некоторые люди здесь... на самом деле, достаточно часто, каждый день встречаешь людей, и ты пытаешься с ними заговорить на сербском, что-нибудь там, молим вас, дайте ми, и что-нибудь там такое. А они смотрят на тебя, смотрят, как ты пытаешься, улыбаются и говорят, можно по-русски. Вот, это смешно. Но все равно я начал учить сербский, я надеюсь, что у меня все получится, потому что это очень круто для моей профессии, изучить еще один славянский язык. Еще один славянский язык. Про языки, схожесть и различия мы поговорим потом. Так же, как и про схожесть и различия стран. Я закончил на призвании. Да, призвание, друзья. Что я имею в виду? Я не могу сказать, что у меня есть призвание, какое было у Моцарта. Да, что Моцарт начал играть музыку, когда ему еще было там 2 или 3 года, да. У меня, конечно, такого нет. Я долго искал себя после университета, даже еще до того, как я поступил в университет, я уже начал думать, а что мне делать, я не знал. И долгие годы, не менее 10 лет у меня ушло на то, чтобы понять, а что я вообще буду делать в своей жизни. И проблема в том, что у общества уже для меня были готовые варианты. В то время были популярны такие профессии, как там менеджер, экономист. И считалось, что если ты окончил университет и у тебя престижная специальность, то все окей, у тебя будет все хорошо. Но это было не так, потому что мне совершенно было неинтересно этим заниматься и так далее. И я много лет шел к тому, чем я занимаюсь сейчас, да, в той области, в которой я нахожусь сейчас. Мне раньше, еще давно, лет 20 назад, говорили, что у меня есть способность объяснять что-то. Просто вот у всех есть какие-то, да, это называется hard skills, наверное. Хотя не знаю, может быть, это и относится больше к soft skills, окей. Это вопрос к Юле. Юля в этом всем лучше разбирается меня. Но у меня есть такой вот, скажем, навык врожденный, да, что мне это хорошо дается. И я пытался применить его в разных профессиях. И вот то, чем я занимаюсь сейчас, для меня является важным. И, я вижу, что это важно и для людей, которые смотрят меня и которые слушают меня, потому что это так или иначе помогает им в изучении русского языка. И это то, что мной движет. Это то, что мной движет. Последние 5 лет почти я занимаюсь
этим проектом. Я делаю подкасты, видео, другие все материалы. И я не могу представить, как я делаю что-то другое. Ну, наверное, я бы смог делать что-то другое, но это был бы уже не я. Я уже за эти 5 лет просто сросся, да, сросся. Вот, посмотрите, вот, это я. Нет, ладно, это я. Это то, что я делаю. И я сросся с своей деятельностью. Я не могу назвать ее работой. Это не работа, это моя деятельность, это то, что я делаю. Я просыпаюсь, у меня бывают мысли о каком-то подкасте. Я сижу в кафе, и у меня возникают мысли, как что-то снять, как что-то сделать. То есть это часть меня, и это то, что мной движет. Я бы назвал это призвание. Может быть, это чуть-чуть громковатое слово, да, то есть слишком громкое слово для меня, потому что призвание, ну, у меня возникает сразу Моцарт, да, в голове. Но, тем не менее, я считаю, что это так. Это мной движет, и для меня не является столь важным, где я нахожусь, в Сербии или в России. Конечно, я хотел бы жить в России, быть в России, потому что моя деятельность связана с Россией, но даже здесь, в Сербии, я понимаю, что есть множество преимуществ. Поэтому, да, как будет, я не знаю, но я примерно планирую, что я не буду жить в России до 2024 года. Вот, 24 год. Я думаю, что вы, наверное, понимаете, почему именно 24 год. Если нет, ну, может быть, я об этом расскажу когда-нибудь. На этом все, друзья. Спасибо. До встречи в следующем видео. А мне пора... Сколько там времени? Блин. Мне пора бежать в следующий банк. Надеюсь, там мне откроют счет. Пока.